Всем добрейшего времени суток, дорогие друзья! Приветствую вас в моей скромной таверне любителей компьютерного железа. Месяца 3 тому назад я уже делал подобное видео про подборку материнских плат для Ryzen 5 3600. Однако с тех пор уже повыходило много новых материнских плат, которые можно приобрести для процессора Ryzen 5 3600. Сегодня мы посмотрим как на самые дешевые решения, так и на более дорогие, с запасом под апгрейд. А ссылки на все материнские платы вы сможете найти в описании под видео. И перед тем, как мы перейдем к поиску лучшей материнской платы для Ryzen 5 3600, не забудьте подписаться на мой канал и нажать на колокольчик. А я хочу начать с самых бюджетных вариантов, которые идеально подойдут под наш 6-ядерный процессор. Здесь, как и раньше, лидирует материнская плата Asus Prime A320MK, которая за свои скромные 3900 рублей спокойно справляется с 6-ядерником. Главный минус этой материнской платы — это невозможность разгона процессора. Но на мой взгляд, за такие деньги он вам вряд ли понадобится. А вот максимальная частота АЗУ, заявленная производителем, тут всего 3000 МГц. Но даже с такой частотой вы спокойно можете пользоваться Ryzen 5 3600 и получить достойную производительность. Но если вы хотите поиграться с частотой процессора и получить большую частоту оперативной памяти, то идеальным вариантом будет взять самую народную материнскую плату Gigabyte B450M S2H. Она уже позволит спокойно завести вашу оперативную память на 3600 МГц. И именно на этой частоте Zen 2 чувствует себя более чем комфортно. Что касается апгрейда, то в нее спокойно можно поставить 8-ядерник, но вам необходимо будет руками понизить вольтаж и сделать хорошую продуваемость в корпусе. Или же взять более старшую материнскую плату B450 Gaming X. Это уже более доработанная версия самой народной материнки, а максимальная частота АЗУ здесь осталась такая же. Но 11 гигабайтовских фаз питания явно дадут более просторно дышать вашему 8-ядернику. А с нашим Ryzen 5 3600 обе эти материнки спокойно справятся и будут идеальным вариантом по цене и качеству. Однако поддержку Zen 3 они могут и не получить, хотя завести поддержку на B450 чипсет вроде как обещали. Поэтому есть смысл приглядеться к более новому бюджетному чипсету в исполнении Asus. Это материнская плата TUF Gaming A520M+, с ценником на уровне того же Gaming X. Казалось бы, что бюджетный чипсет должен быть хуже с прошлого среднячка, но все как раз таки наоборот. Данная материнская плата поддерживает как наш Ryzen 5 3600, так и гарантированно поддержит Zen 3, а максимальная поддерживаемая частота оперативной памяти у нее заявлена на уровне 4800 МГц, что явно выше, чем 3600 у прошлых двух плат. Конечно, эта материнка не даст вам разогнать процессор, но позволит вам выставить максимальную частоту АЗУ как для Ryzen 5 3600, так и для новых Ryzen 4000. Плюс ко всему, обновленный питальник явно намекает на установку сюда 8-ядерных процессоров. В общем, за свои деньги неплохой вариант, если вам абсолютно не нужен разгон процессора, и вы хотите вставить и забыть, а в будущем обновиться на новые Ryzen. Ну а самая отличная и недорогая материнская плата для Ryzen 5 3600 это все тот же S2H, только уже на новом чипсете. Главной фишкой обновленной материнки выступает поддержка оперативной памяти вплоть до 5000 МГц. Ну и конечно же более модернизированный питальник, который уже даст спокойно подышать даже 8-ядерному 3700X. Ну а наш Ryzen 5 3600 материнка сможет спокойно разогнать и выдать максимальный результат. Что касается цены на нее, то ценник явно не сильно большой и выступает на уровне с B450 Gaming X. Если сравнивать эти две материнские платы, то питальник однозначно лучше в Gaming X, однако B550M S2H может похвастаться большей частотой АЗУ и гарантированной поддержкой новых Ryzen'ов. Плюс ко всему у B550 чипсета имеется поддержка PCI Express 4.0. Так что тут решать исключительно вам, выбирать более новую материнку или взять постарее, но с лучшим питальником. А на мой взгляд, обе эти материнские платы достойны своего ценника. Ну а самый идеальный вариант это приобрести B550 Gaming X. Правда, ценник на нее уже явно не дешевый и подбирается к стоимости Ryzen 5 3600. Эта материнская плата примечательна тем, что у нее есть абсолютно все для апгрейда на самые топовые Ryzen, как нынешнего поколения, так и нового. Если вы планируете обновлять свой ПК в будущем, то идеально будет взять именно такую материнскую плату сейчас, в паре с Ryzen 5 3600, и поставить в нее в будущем более мощный камень. Так как все прошлые материнские платы хоть и могут вывести 8-ядерник, но если предположения многих сбудутся и Ryzen 4000 окажется горячее третьего поколения, а точнее не горячее, а более прожорливее, то вы уже не сможете поставить в них какой-нибудь Ryzen 7 4700, так как все упрется в слабый питальник. Поэтому запасом на будущее лучше взять именно эту материнку, хотя ее функционал явно избыточен для Ryzen 5 3600. Ну и также в пару с ней можно поставить более дорогие материнские платы от других производителей. К примеру, Asus TUF Gaming B550 получилась весьма неплохой со своим новым питальником на 10 фаз. Или, например, можно взять MSI Mac B550M Mortar, которая тоже отлично впишется под будущий апгрейд. Однако сейчас ценник на нее явно завышен, и материнки от Asus и Gigabyte выглядят более привлекательно.
В общем, все эти материнские платы являются идеальным вариантом, о приобретении которых вы точно не пожалеете. Еще на старте продаж B550 чипсета многие писали, почему так дорого и мол зачем нам платы за такие деньги, если есть старый добрый B450. И все это было бы неплохо, но более мощный питальник в среднем сегменте явно сыграл всем на пользу. Так как теперь можно потратить всего 12 тысяч рублей за какую-то B550 Gaming X и спокойно ставить туда топовые Ryzen, не переживая, что на питальнике жарится яичница. Если у вас не сильно большой бюджет, то B450M S2H или B450 Gaming X в паре с B550M S2H будут идеальным приобретением под процессор Ryzen 5 3600. Но если вы не сильно ограничены в бюджете, то однозначно стоит переплатить за хорошие материнские платы на B550 чипсете, которые обеспечат вас большой частотой АЗУ и поддержкой самых топовых камней, на которые потом можно будет заапгрейдиться. Ну и также хочется отметить материнские платы, которые я считаю явной переплатой для такого процессора. Но под апгрейд на какой-нибудь Ryzen 9 3950X или будущий 4950X они будут идеальны. Это Asus ROG Strix B550F Gaming, которая спокойно тянет своим питальником все, что в нее только можно вставить. И Gigabyte B550 Aorus Pro, которая обладает такими же качествами, как и ROG Strix. В эти две материнские платы я бы советовал ставить минимум 3700X. Но если ваша цель сэкономить на проце и взять 3600 Ryzen, а в будущем сделать апгрейд на топовые Ryzen, то обе эти материнские платы сделаны специально для вас. Но также стоит отметить возможность разгона. Как вы знаете, Ryzen на Zen 2 уже неплохо так разогнаны из завода. И по сути конкретно в случае с нашим Ryzen 5 3600 его получится разогнать максимум до частот Ryzen 5 3600X. Для такого разгона вам вполне хватит средней материнской платы, например той же B450 Gaming X или B550 S2H. И по сути под такой процессор большего и не надо. Но все достойные материнки на B550 чипсете не что иное, как вложение в будущее. Ведь через пару лет Ryzen 7 3700X будет стоить уже намного дешевле, а вот дешевая материнская плата явно станет узким местом. Поэтому я рекомендую всем выбирать материнскую плату с умом и с расчетом под ваш бюджет. Если вы можете позволить себе взять B550 чипсет не в ущерб видеокарте или процессору, то его однозначно стоит брать. Если же вы просто хотите отличный игровой ПК за малые деньги, то идеально будет взять самую простую материнскую плату для Ryzen 5 3600 и влить бюджет в сторону видеокарты. Что касается A320 и A520 чипсета, то их я бы советовал брать только тем, кто точно не будет шаманить с разгоном процессора. И главное помните, что хоть новый A520 чипсет может вывести 8-ядерник, но в старенький A320 выше 6-ядерника лучше ничего не вставлять. Ну а самой народной платой все так же остается B450M S2H, так как стоит на 2000 дешевле своей обновленной модели и позволяет вам делать абсолютно все, что угодно с вашим процессором. Хотя запаса по частоте АЗУ у нее явно мало, и даже если она получит обновление на Zen 3, то эти камни будут работать по сути на своей рекомендованной частоте. В общем, вот такой вот топ материнских плат для Ryzen 5 3600 у меня получился. Если вам понравился ролик, то обязательно поставьте ему лайк. А я хочу вам напомнить, что вы можете задать любой интересующий вас вопрос по сборке ПК в комментариях или в сообщениях моей группы в ВК. Спасибо всем, кто ставит лайки и подписывается на мой канал. До скорых встреч, друзья!